Привет, друзья! Сейчас главные новости Европы. Итак, в начале 2021 года Германия продолжала принимать большое количество мигрантов, прежде всего из Сирии, Афганистана и Ирака. Помните, тогда федеральное правительство Германии заявляло, что ключ к интеграции – это язык, потому что без уровня не ниже B1, B2 невозможно выйти на квалифицированный рынок труда. Прошло 5 лет, и сегодня мы с вами уже можем оценить результат. Кстати, сразу напомню, что после резкого роста миграции в 2015-2016 годах Германия резко увеличила финансирование именно интеграционных курсов. За организацию отвечало тогда Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев, то есть каждый новый прибывший получал право, а часто даже и обязанность пройти языковую программу до уровня B1 с возможностью дальнейшего повышения. Но здесь внимание, по официальным отчетам ведомства далеко не все доходят даже до уровня B1. До уровня B2, который уже позволяет работать в офисе и медицине или в технических профессиях, добирается еще меньшая доля мигрантов. И тут важно, что в зависимости от года и категории мигрантов речь идет примерно о трети участников, завершивших курс с подтвержденным уровнем, тогда как остальные 2/3 либо останавливаются на базовом уровне, либо не заканчивают программу. Как вы понимаете, такие результаты напрямую бьют по экономике Германии. Приведу сразу пример. 38-летний Ахмат из Сирии приехал в 2020 году. Имел инженерное образование, первые 2 года он учил язык. Сдал экзамен на B2, подтвердил диплом и сейчас все-таки работает в строительной фирме в Гессене. Его доход сопоставим с немецкими коллегами, семья арендует квартиру, дети ходят в школу. Таким образом, мы видим, что в его случае язык стал тем мостом квалифицированной занятости. Мы с вами прекрасно понимаем, что без уровня B2 интеграция в инженерный сектор была бы просто невозможна, потому что техническая документация, контракты и нормы безопасности требуют точного понимания языка. Но я нашел и другую историю. 34-летняя Фатима приехала в 2019 году, прошла базовый курс, но экзамен B1 не сдала. Сегодня она работает в сфере уборки через подрядную фирму. Контракт у нее почасовой, доход ниже среднего, возможности повышения, так сказать, ограничены. В этой ситуации сам работодатель не требует высокого уровня языка, ну и, соответственно, карьерный рост фактически закрыт. Разница в доходе между ней и Ахмадом составляет сотни евро ежемесячно. То есть вы видите, что сегодня в Германии связь между языком, курсами и деньгами прослеживается очень четко. От заработка зависит, соответственно, и суммы налогов, которые годами будут получать бюджет Германии. Исследования рынка труда показывают, что мигранты с уровнем B2 и выше значительно чаще заняты в квалифицированных профессиях и реже получают социальные доплаты. Те, кто остается на уровне А2, B1 или ниже, концентрируются в низкооплачиваемых сегментах. Например, логистика, гастрономия, клининг или другие вспомогательные работы. Особое внимание на это обращает канцлер Фридрих Мерц, который в 2026 году неоднократно подчеркивал, что Германия не может позволить себе поколение без языка, потому что это напрямую означает рост нагрузки на социальную систему. Он связывает финансирование интеграционных программ с реальным результатом, а не просто с участием, и не готов оплачивать из бюджета курсы тем, кто их не заканчивает или не имеет перспективы устроиться на работу. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в последние месяцы делает акцент на том, что языковая интеграция должна стать измеряемым показателем по всему Европейскому Союзу. В Брюсселе обсуждают идею единых стандартов оценки владения языком для получателей статуса защиты и привязку части европейского финансирования к фактическим результатам экзаменов, а не к числу записавшихся на курсы. Таким образом, если человек через несколько лет не может работать без переводчика, значит деньги потрачены, а экономического эффекта нет. Кроме языка, важную роль сейчас в Германии играет и признание диплома и скорость выхода на рынок труда. В первые 5 лет многие мигранты остаются в сегменте низкой квалификации не только из-за слабого языка, но и из-за бюрократических процедур, как в Германии, так и в Европе. Однако, давайте будем откровенны, именно язык часто становится тем решающим фильтром, то есть без него невозможно подтвердить квалификацию и пройти собеседование. Я хочу напомнить, что Германия уже сталкивалась с такой ситуацией в 1960-1970-х годах, когда часть приглашенных рабочих так и не выучили язык на уровне, который позволял продвигаться по работе. Тогда это привело к закреплению целых семей в низкооплачиваемых секторах на десятилетия. Приведу вам еще один пример из жизни. 41-летний Мустафа из Северного Рейна-Вестфалия приехал как беженец, 5 лет работал на складе, он говорит по-немецки на базовом уровне. Понимает инструкции, но не чувствует уверенности для повышения квалификации. Но вот его сын, который учится в немецкой школе, уже говорит свободно.
мы с вами можем наблюдать тот случай, когда даже в одной семье возникает разрыв поколений по языку и по перспективам дохода. Таким образом, сегодня в Германии через 5 лет после прибытия формируется четкое разделение. Одна группа достигает B2 и выше, входит в квалифицированные профессии и постепенно выравнивает доходы с местным населением. Другая остается в секторе низкой квалификации с ограниченной мобильностью. Таким образом, сейчас в Германии дискуссии идут не о том, сколько именно людей приехало, а о том, сколько из них реально освоили язык на уровне, который позволяет участвовать в экономике без постоянной поддержки государства. Поэтому именно этот показатель и решает, станет ли миграция усилением рынка труда Германии или закрепит слой людей с низким доходом на годы вперед. На этом пока все. Спасибо за просмотр.